Здравствуйте, дорогие друзья. Всем привет. Так, ну что, мы начинаем тогда. Сегодня у нас компания Рудники Фанделвера. Мы сегодня продолжаем наши приключения. Будем вести игру вдвоем с Сергеем. Вот. Сереж, давай тогда в двух словах расскажем, что было в предыдущих двух сериях, потому что запись этой игры я сделаю, я ее выложу. Вот, а записи, поскольку предыдущих двух игр не сохранились, давай сейчас просто коротенечко людям расскажем, которые нас впервые будут смотреть, чтобы они понимали, что сейчас у нас происходит. С самого начала, прямо с сотворения мира или откуда? Ну, я думаю, что просто расскажи про Гандрена Роксикера, да, коротенечко, как вы встретились в Невервинтере и куда вы вообще едете, зачем, что вообще сейчас происходит. Да, значит, мы нашей командой волю судьбы встретились случайно. И случайно, собственно говоря, попали в эту местность. У нас ничего нет. Нам надо как-то подниматься, в общем, искать денег и себя. Вот. У каждого еще есть свои какие-то задачи, но вначале нам надо немножко обжиться. Вот. Мы встречаем, значит, Гангрена Роксикера, и он предлагает нам работу отвезти груз. Типа для рудников, оборудование какое-то там, кирки, лопаты и прочее там. Вот. А в результате мы, значит, едем на место, а он поскакал впереди на лошадях. Вот. Значит, и на одной части дороги мы находим, значит, этих мертвых лошадей, и на нас нападают гоблины. Вот. Мы с гоблинами справляемся, одного берем к себе путники. Потом, значит, идем, понимаю, что это лошади как раз Роксикера, и идем, значит, его вызволять, его товарищем, с которым они там скакали. По дороге нас встречают ловушки, их нам помогает разминировать наш гоблин, который с нами находится, который впоследствии трагически погибает. Вот. И, значит, мы натыкаемся на пещеру с гоблинами и с волками. Значит, мы расправляемся с гоблинами, потом заходим в пещеру, чтобы найти Роксикера, и нас внезапно съедают волки. А с нами еще была путница, которая с нами в пещеру не пошла, она пошла в город отвозить повозку, соответственно, со снаряжением, чтобы успеть вовремя. Вот и как-то вкратце в двух словах. Примерно так. Да, вы отважно очень сражались, вы практически, просто отважны. Однако, все-таки обстоятельства были сильнее вас. Возможно, вы не рассчитали свои силы, возможно, может быть, на ситуацию повлияло то, что вы решили отдохнуть, да, то есть посреди сражения, вы кого-то упустили, они успели сбегать в пещеру, предупредить остальных собратьев, да, своих. Просто гоблины, видимо, были как-то готовы к вашему приходу, и поэтому вам пришлось особенно тяжело с ними справляться. И случилось так, что вас было на данный момент трое. Орк-варвар Лотар, ты, Яргус, да, тоже орк-варвар, насколько я помню, или ты полуорк? Сереж. Слушай, я до этого был полуорк. Полуорк, да, хорошо. Да. И у нас полуорк Хэнк, воин. Так вот, вы с Лотаром без сознания на начало, да, игры сейчас. А Хэнка, к сожалению, его жизненная линия уже прервалась, в общем, собственно, да, его убили. Он, к сожалению, погиб. Вот такой хреновый танк. Вот. Кстати, вам никто не говорил, что это танк. Вы откуда-то это взяли, но это, в общем, сами решили. От тигровых доспехов когда-то. Да, чтобы нам сегодня продолжить просто это приключение, если что, я как мастер буду управлять Лотаром, а Сережа будет играть за своего персонажа и за персонажа Хэнка.
Ну, Хэнком играть легче, он просто сейчас немножко в отключке, но тем не менее, да, мало ли вдруг вы захотите его воскресить. Так, ну давайте мы перенесемся сейчас в нашу пещеру. Так, это не здесь управлять. Сейчас я вспомню, как это делается. Так. Сейчас мы вас увеличим. Итак, ты не знаешь, сколько времени прошло и сколько времени ты пробыл в отключке. Ты лежишь пока еще с закрытыми глазами. И скорее, знаешь, ты еще не открыл глаза, но ты постепенно, твое сознание начинает раскрываться, и до тебя доносятся голоса, знаешь, такой гортанное такое наречие, очень грубое. Ты какое-то время просто пытаешься собраться с мыслями, понять, что вообще происходит, как ты здесь оказался. И медленно ты начинаешь ощущать картину вокруг себя, пока ты еще лежишь с закрытыми глазами, но ты понимаешь, что кроме тебя в этой пещере находится как минимум 3 гоблина. И пока еще, собственно, они о чем-то переговариваются. Что ты будешь делать? Пока? Я смотрю вокруг, что происходит вообще, где мы, что мы. Насколько аккуратно ты это делаешь? Ну, тихонько, чтобы не заметили. Ага. Знаешь, ты приподнимаешь слегка ресницы, ты стараешься вообще не подавать виду, что ты пришел в себя, ты стараешься дышать, как дышат люди, когда они еще спят, да. Тебе удается немного осмотреть вокруг себя, что же здесь происходит. Так, сейчас мы давайте вот так вот покажем. И ты видишь перед собой Лотара, который все еще в мире грез, он все еще без сознания, но ты видишь, как он дышит. Ты видишь рядом с собой тело Хэнка, который уже, к сожалению, не дышит. И ты видишь, что на костре, собственно, на костре до тебя долетает какой-то, знаешь, такой запах горелой плоти, наверное. Гоблины однозначно что-то едят, что-то пируют. И на том вертеле, который над костром, да, откуда они срезают это мясо, с которым они сейчас пируют, ты понимаешь, что это тело принадлежит гуманоиду. Скорее всего, человеку. Что ты будешь делать? Да, слушай, у меня, наверное, с 0 хитов не очень большой простор для... Да, кстати, знаешь что? Мы же... прошло около какое-то время, да, условно говоря. Мне нужно, чтобы ты бросил кость хитов. Да, ребят, мы еще пока играем, мы на 1 уровне, да, для тех, кто следит за игрой. Давай бросим кость хитов, посмотрим, сколько ты восстановил себе здоровья. Бам. 6. 6. Да, можно пока поставить. А ты видишь костер? Вижу. А это ты поставил? Это я костер нарисовал, да. О, ничего себе. А как ты это сделал? А там есть перо такое вот слева. Рука, Слушай, потом это перо. ты этим пером нарисовал? Слушай, ты вообще молодец. Да. Умничка. Да, спасибо тебе большое. Ну так вот, на этом костре, собственно, ты видишь, как жарится какой-то гуманоид. Они уже пируют, очень успешно пируют. Они веселы. Возможно, даже немного пьяны. Ты ощущаешь, что ты не можешь двигаться, потому что ты связан.
То есть у тебя руки связаны сзади, то есть они, знаешь, когда вот сзади локти сводят, да, и то есть вот здесь ты вот практически у тебя руки вот так вот сзади Ага. примотаны друг к другу. И, собственно, все остальные, Лотар и Хэнк, они тоже в таком же. И ноги у вас тоже связаны. Вот. Ага. И как, когда ты пытаешься руками, ну, пошевелиться, вообще понять, да, что у тебя в каком состоянии, так и сделать это максимально незаметно от этих 3 зеленых маленьких детей, ты понимаешь то, что при тебе нет твоего снаряжения. Скорее всего, в тот момент, когда вы лишились сознания... О, у нас смайлики полетели, боже, какая прелесть, привет! Да, когда вы лишились сознания, вероятно, эти гоблины вас обыскали, забрали у вас ваше оружие, ваши рюкзаки, ваше золото, которое было у вас при себе. И сейчас, собственно, вы практически в одном нижнем белье. Вот. Мгм. Понятно. Так, я, собственно говоря, пытаюсь посмотреть, где есть что-то, чем можно немножко покромсать гоблинов. Я пытаюсь найти что-нибудь взглядом тихонечко, чем можно немножко потыкать гоблинов. Ам, Брось Я чё- проверку анализа. Да, Это отлично. расследование, интеллект. Отлично, я понял. Ладно. Десятка. Ты знаешь, ты находишь недалеко от себя заостренный камень, да, то есть ты чувствуешь то, что ты прислонен к камню, у которого достаточно острый такой край, ну, в общем, что, в принципе, если попытаться какое-то время своими веревками, ну, пытаться перерезать, то какое-то время спустя, возможно, у тебя получится что-то их как-то ослабить, знаешь, как это называется? Перетереть. Перетереть, да. Угу. Ну, я, значит, Ближе, смотри, это еще не все. Но это то, что рядом с тобой, это скорее то, что ты можешь наиболее скрытно сейчас сделать. Но ты понимаешь, что на это у тебя уйдет, ну, достаточно много времени, да? То есть, возможно, час, возможно, 2. Мгм. Пока ты осматриваешься, ты слышишь голоса гоблинов, которые... Ты по разговору, по их, понимаешь, что один из них явно главный, он как вожак. Второй помощник. По их Как, гортанной речи, а скажи ты мне, ты понимаешь гоблинский язык? э, подожди, сейчас, секунду. Общий, орочий и великанский, я понимаю. Значит, тебе непонятно то, о чем они конкретно говорят, А но у них с терками разный? да, это у них разные наречия. А, Один из гоблинов, ну, он такой, знаешь, он более крупный. а, какой? Это тот, который посередине. Ага, понял. У него на одежде присутствуют различные атрибуты власти, ну, как у гоблинов, да, и которые ты видел у того товарища, с которым вы сражались на входе в пещеру, который, ну, мы говорили о том, что он явно их предводитель. У этого, судя по тому, что ты видишь на этом гоблине, он либо ровня тому, либо старше. Ну, вот по их гоблинской иерархии. Тот, который слева от него, у него тоже Цвет. есть какие-то атрибуты, но, скорее всего, он младше по званию. А тот, который ближе всего к тебе, ну, скорее всего, это обычный. Вот. Мгм. Ам, Тот, кто самый старший, он стоит около костра, но он откусывает там от вот этого куска, да, вот какого-то мяса, вот это, которое они пожарили. Вероятно, это было человеческое бедро. Он жует, знаешь, так причмокивает, и при этом он что-то гортанным голосом, он себя кулаком бьет в грудь
о чем-то так рассказывает. Ощущение, что, знаешь, он рассказывает о каких-то то ли победах своих, то ли какие-то строит планы по захвату мира, какой он великий, какой он прекрасный. Ты видишь пустые бутылки, которые... Кстати, есть пустые бутылки, да. Тебе на заметку, если ты спрашивал, что там острого. Мгм. Потенциально острое, да. Пустые бутылки. Что ты будешь делать? Так, а ты мне лучше скажи, что у нас с Лотар, может, тоже должен хиляться, правильно? Знаешь, Лотар, он пока еще без сознания. Понятно, ясно. Так, так. Я пытаюсь в досягаемости найти какой-нибудь осколок бутылки, потому что мне кажется, это история почетче, чем кирпич. Мгм. Давай ты сначала бросишь проверку расследования анализ, посмотрим, да, что там будет. Мы посмотрим, насколько близко к тебе лежат эти осколки. Так. Слушай, ты знаешь, а, самые ближайшие осколки, скорее всего, прямо около костра вот этого находятся. Вот, поэтому явно, чтобы ты связан по рукам и ногам, и ты явно не сможешь незамеченным подползти туда, где лежит хоть один ближайший осколок. То есть, скорее всего, в той части пещеры, где вы сейчас со всеми своими вашими друзьями лежите, здесь нет вообще ничего. Окей. Ну, что, собственно говоря, у меня вариантов не то чтобы много, я как бы тогда начинаю камнем тихонько, чтобы меня не заметили, пытаться себе веревки перетереть. Тогда бросай на ловкость рук. Давай. Главное, чтобы не такая же, как внимательность. Значит, у меня это 6 получается. Мгм. Давай так. На то, чтобы перетереть веревки, у тебя уходит около где-то 2 часов. За Мгм. это время эти гоблины, они ну, на вас посматривают, но, скажем Они так, они рассматривают уверены. исключительно как пищу. Ну вот, Времени тебе собственно, удается. удается освободить обе руки. К этому времени костер уже, а, скорее, знаешь, он уже не горит сам, горят уже только угли, а сами трое гоблинов, спать. они уже насытились и, в общем, спят. В это время приходит в себя Лотар. Он 5 хитов в себе восстанавливает. Ты видишь, как Лотар приходит в себя. По виду он выглядит так же плохо, как и ты сейчас. Вот. Ну, то есть вы выглядите достаточно серьезно ранеными, но, в принципе, передвигаться вы можете. Руки-ноги у вас вполне себе целые, и, в принципе, держать оружие вы оба готовы. Но, однако, Мгм. другая проблема, что оружия у вас, собственно, этого нет. Сейчас будет. Освободил руки и, соответственно, освобождаю потом себе ноги. Мгм. Ты это все делаешь тихо, да, чтобы не разбудить вот Ну, этих конечно. гоблинов, которые Конечно. спят. Ты видишь, Конечно. как Лотар открывает глаза. Он, Я у него они, показываю... знаешь, округляются от ужаса. Он начинает, очевидно, паниковать, пытаться как-то высвободиться. И, возможно, он набирает в рот воздуха, чтобы крикнуть и тебе что-то сказать, что-то будешь ли ты делать что-то? Да, я ему затыкаю рот одной рукой, а другой показывает... Вот. Он успокаивается, он осматривается, он видит Хэнка, который не дышит. Он говорит, что, где мы? Что вообще происходит? Как мы сюда попали? Я не знаю. Сейчас нам надо выбраться, и там уже по обстоятельствам. Нас чуть не съели. В общем, я сейчас тебя освобожу. Мы, значит, ты встаешь около вот, который у стены стоит дальний. Я стою у главного. На счет 3 забираем у них тихонечко оружие и режем их. В общем, я освобождаюсь сам, освобождаю Хэнка. Хэнка, Лотара. Ну, хожу вокруг этих гоблинов и смотрю, у кого можно более удачно и тихо спереть оружие. Давай так. Давай ловкость рук с преимуществом. Это, конечно, не совсем мое. Ничего страшного, вдруг хорошо выпадет.
13 Ага, плюс еще 2, 15. 1,15. Но у тебя лучше 15. Ты Ну, знаешь, 15, да. этого достаточно для того, чтобы забрать обычный скимитар у вот того гоблина, который ближе всех к вам. Вот у Ну, этого, да? обычный. Да, да, да. Ага. Ты аккуратно, ты знаешь, ты подходишь к нему, он так мерно посапывает, так, знаешь, он довольный, он сытый, так, знаешь, еще причмокивает. Ты Так. потихонечку, знаешь, начинаешь тащить скимитар у него, он немного во сне так подергивается, вот, ты так отдергиваешь руку, но какое-то время спустя аккуратно, аккуратно пр- тащишь этот скимитар, через какое-то время, скажем, да, тебе удается полностью вытащить его. Так что у А тебя сейчас взамен, скимитар, давай взамен я... взамен я ему положил палку. Да, круто. И он ничего не заметил, знаешь, он во сне так, как детки спят с Мишкой, он спит со своим оружием. Сладенько так причмокивая. Окей, в общем, я этим скимитаром освобождаю, соответственно, Лотара. Отлично, принято. Ну, я Лотара освобождаю. Да, это все успешно, он освобожден, он говорит, спасибо, у меня так руки и ноги просто уже онемели от этих веревок. И да, Да, я это окей. говорю очень-очень тихо, так чтобы они не слышали. Я Так, давай, подхожу, какой у нас во-первых, план? Что у нас с Хэнком? смотри, с Хэнком потом разберемся, ему, походу, не очень хорошо. Вот. Мы, значит, сейчас я подхожу к главному, ты подходишь к дальнему у стены. Только Вот. говори тише, потому что они спят. Я не уверен, что они достаточно тихо. А, в Так, общем, я себе налутал оружие. Посмотри, сможешь ли ты налутать оружие тоже себе. У кого там из оставшихся двух попроще спереть, сопри оружие. Вот. так, только я боюсь, что Встаем. если вдруг я где-то промажу, я тебе предлагаю такой план. Мы сейчас тихо вдвоем подкрадываемся вот к второму тому чуваку. Пока я пытаюсь спереть у него его скимитар, ты, если что, стой на стреме и будь готов перерезать ему горло, если вдруг он проснется и начнет орать, чтобы он не перебудил всех остальных. Нормально. Вы вполне успешно прокрадываетесь. Эти гоблины спят, поэтому внимание у них немного приглушено, да. Ты знаешь, давай рассуждать логически. Если в плен они взяли только 2 человек. Это чьих лошадей мы видели при входе в пещеру. Это может быть либо Гандрен Роксикер, либо Сильдар Холлвинтер, которых мы как раз... Взял, что у них еще кого-то не было. Может, у них тут целый выводок. Возможно, это кто-то другой, мы будем надеяться на лучшее. Однако я сомневаюсь, что это может быть Гандрен, потому что он все-таки дварф, он будет росточком поменьше. Я надеюсь на лучшее, и я надеюсь, что это точно не Гандрен Роксикер. Однако я думаю, что нам нужно как можно скорее выбираться отсюда, чтобы мы не стали следующими вот такими вот их жертвами. И я боюсь, что если мы немножко помедлим, то нас ждет такая же участь. Я Лотар тихонько пытается вытащить у главаря скимитар, а я, если в случае непредвиденных обстоятельств, буду его тихонько резать. Ну, давайте. Давайте. Я тогда Золотара бросаю на ловкость рук, а ты заготавливаешь действия, да? Да. Лотар проходит успешно. А мы тихонько режем этих товарищей Так, давай, с кого первого начнем? одновременно. Тогда, так, будем ли мы бросать на инициативу? Да, давайте бросим на инициативу, определим очередность хода, и для гоблинов это будет элемент неожиданности. То есть первый раунд они пропустят. Так Да, что 10 давайте. плюс 2. 12. 10 плюс 2. Так, у Лотара 21, по-моему. Сейчас я уточню, сколько у него на инициативу. Да, все верно я сказала. Подожди, тактика такая. Мы сначала, так как у нас инициатива на стороне Лотара, сначала Лотар пытается зарезать. Если он проваливает, потом сразу я, главаря. Так, у Лотара попадает 8. Это 10 будет на попадание. Преимущество ты кидал? Ты с преимуществом Сейчас я кидал, да? преимущество. Так, преимущество ему здорово помогает, кстати. Так, это
19. И да. И, кстати, спасибо, что напомнил про преимущество, потому что в первом случае у вас бы не получилось пробить. Так, это, по-моему, d6, да, я говорила? D6, да. Это 12 на урон, Плюс 4, соответственно, да? плюс 4. Это 16, да? Ну да. Босс гоблинов, да? Он от боли открывает глаза, и он пытается заорать. Он явно проснулся, ему сейчас просто максимально больно. Ну, Атакую как его с бы да. преимуществом. Как бы да, так. Чистая Великий, единица. Ну давай, у тебя преимущество. Так что давай, это великий, хорошо, что у тебя великий, преимущество. великий А! 2 единицы подряд. А! Как Слушай, так? извини. Ой, что это? Ты знаешь, Я ты Я просто... воткнул себе скимитар в глаз и умер. Ты знаешь, видимо, для тебя ты настолько привык к своей секире, что одноручный скимитар для тебя очень непривычное оружие, и ты просто в какой-то момент сам запаниковал, ты не ожидал, что этого чувака не получится добить просто с первого раза, и ты просто видел, как он орет просто, и ты такой, что делать, куда бить? И ты просто, знаешь, ты пытаешься куда-нибудь его колоть в доспехи, ну, как бы ты не можешь ничего придумать, куда можно ударить, чтобы нанести уже какой-то удар, просто чтобы он заткнулся и перестал будить, а в этот момент двое других, они просыпаются, выхватывают свои скимитары, но, правда, они понимают, у одного скимитара, у второго палка, он выхватывает палку, так что Нет, у вас подожди, у двух. преимущество, он будет... Нет, подожди, у двух палки. Вы Скимитар у одного только утаскивали остался. оружие у босса гоблинов, которого вы сейчас бьете, я напоминаю. Это лотаровский, а мой скимитар от нижнего. Твой скимитар от нижнего, у него палка, а у третьего у него скимитар остался, вы его не обезоружили. У верхнего, У да, у верхнего, верхнего. да, 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 да. Да. Сейчас у Лотара есть время для того, чтобы хоть как-то среагировать. Он пытается что-то сделать, и он пытается добить вот этого Емика, и прям целится в горло, и он пытается, наконец, до конца ему перерезать. Так, это 13. К сожалению, у Лотара ничего не получается. Броня у этого товарища слишком крепкая. Ну, то есть ты ощущаешь, что с правой стороны около тебя происходит какое-то движение. Вот этот товарищ, он пытается атаковать тебя своим скимитаром в бок. Угу. Это чистая 20, извини. Ну все. Лотар один дерется. И это 9 единиц урона. Понятно. Я говорил, надо было есть чувака. Так, окей. Ты как, ты жив? Нет. Все, У меня 6 было. ты падаешь без сознания, да? Да. Окей. Так, сейчас я себе подпишу. Дальше этот товарищ, которого вы все пытаетесь добить, он просто орет, знаешь, у него такое прям, как берсерк, он такой, просто, и он пытается атаковать Лотара, который стоит рядом, и этот товарищ совершает 2 атаки с скимитаром, но второй он сделает с помехой. Так, это 15 на попадание, это раз. Ну-ка, может, он лучше выбросит? Нет, не лучше. Босс гоблинов пытается вас атаковать, но нужно понимать, что у него вместо оружия, вместо его скимитара, у него палка, это импровизированное оружие. Он по Лотару попадает 1 раз, он бросает кость урона d4. И он наносит Лотару 1 единицу урона. Знаешь, босс гоблинов, он в ярости, он думает, что у него скимитар, он выхватывает палку, но он не понимает, что у него палка, он просто со всего маха бьет по Лотару, и уже когда совершил удар, он не понимает просто, почему вдруг его удар не был смертельным для Лотара, который выглядит уже достаточно тяжело раненым.
И он, знаешь, и он так в замешательстве смотрит на свое оружие. Он один раз ударил, а второй раз он такой смотрит, типа, ну, что это вообще такое, как оно оказалось у меня в руках. Тот гоблин, который, он обычный, да, он к Лотару подходит со спины, пытается нанести урон. У него в руках обычная палка, поэтому это будет... Но это, кстати, все равно это не попадает. Он привык, видимо, к другому оружию, и палкой он... Ну, а Лотар, в общем, он успевает увернуться от этого удара благополучно. Уже, видимо, после атаки босса он понял, что гоблины проснулись, и он просто, ему хватает его увертливости и ловкости, чтобы увернуться от этого удара. Далее Лотар пытается провести атаку. Так, кого же он будет бить? Давайте посмотрим, что же он сделает. То он впадет в ярость. Этого он попытается атаковать снова Емика. Он опять атакует самого большого гоблина. И это успех. Давай посмотрим, насколько хорошо он сможет ему нанести урон. И у Лотара получается, он убивает этого гоблина. Ты знаешь, Лотар, он впадает в ярость, он видит то, что ты уже упал без сознания. У него просто, знаешь, такое, как это, боевой дух, да, такой просыпается. Он понимает, что либо вас сейчас обоих убьют, и вы больше никогда из этой Второй пещеры, раз. да, не выберетесь. И, к сожалению, да, что, скорее всего, второй раз уже потерю сознания вы уже не переживете, поэтому он просто собирается полностью, знаешь, силами. И знаешь, как в слоумо просто у него происходит все это действие, что он, знаешь, он бежит вот на этого босса гоблинов, он подпрыгивает, и знаешь, с этим скимитаром просто берет его как кинжал и просто в прыжке ему вонзает прям в голову его. Вот так это эпично выглядит. Однако остальные два гоблина, они не спят, они не собираются просто так смотреть, как убивает его их вожака. Так, мне срочно надо выпить. Так, и что же они сейчас будут делать? Давайте посмотрим. Тот, который где-то средний так по званию, да, который теперь он явно остался теперь за главного. Он понимает то, что у него сейчас товарищ, который стоял по его иерархической лестнице, погиб. Поэтому, знаешь, он издает победный такой вопль. Он явно радуется. Он, с одной стороны, боится Лотара и того, что могут сделать, но он видит, что сейчас гоблинах два, а орк он один, и он сильно ранен. У них явно больше шансов, и он понимает то, что явно теперь главным назначит его, и эта смерть означает продвижение его по иерархической лестнице. Поэтому он счастлив, он воодушевлен, и он пытается атаковать Лотара. Давайте посмотрим, насколько хорошо это у него получится. Воодушевление дает ему преимущество, да, условно говоря, давайте так это сделаем. Он попадает по Лотару. Так. Но Лотар получает в 2 раза меньше урона, и он получает 2 единицы урона у нас. Я просто буду озвучивать. Почему? Потому что у него осталось сейчас 4 здоровья, 4 единицы, поэтому это просто такой сейчас... это достаточно важно, да, что вот сколько это вот прям вот будет. Уже 2 единицы. Да, у него уже 2 единицы осталось. Чтобы вы понимали просто эту эпичность этого момента. Так, подожди, я у того поставила, да, все хорошо. Второй гоблин, видя, что происходит, он в растерянности, он не знает, ну, то есть только что погиб его вожак, он смотрит, как радуется второй гоблин, и он вместо того, чтобы атаковать, он просто падает ниц,
перед вторым вот этим оставшихся в живых, и он, знаешь, это как он произносит слова присяги. Он говорит, что благородный Эрк, теперь вы наш босс, и я склоняюсь перед вами. Знаешь, это такие очень забавно смотрится, когда гоблин такой, знаешь, зеленый весь в каких-то обносках, и он вдруг пытается просто максимально, знаешь, такие высокопарные, хвалебные речи произнести, и просто он склоняется. Он уже не обращает на Лотара никакого внимания, потому что понимает, что, скорее всего, там уже вопрос решенный, да, потому что из Лотара просто отовсюду хлещет кровь, там те раны, которые немножечко затянулись во время того, пока он был без сознания, они из-за того, что он очень резко двигается сейчас, они вновь открылись, из него течет кровь, но он в ярости, это, знаешь, такое прям, я не знаю, Конан Варвар, стекающий сейчас кровью просто и, не знаю, дерущийся на последних каких-то таких, ну, как бы тут, знаешь, либо его сейчас убьют, да, либо он как-то каким-то чудом просто выберется. А с тебя, Яргус, пока спас бросок от смерти. Это D20. Я помню, да. Ну, 18. Да, у тебя прекрасно, у тебя пока все хорошо. Можешь записать себе, а, ну, поставить одну галочку, да, что ты один раз успешно прошел. Я тебе напоминаю, что если у тебя 3 раза 3 раза я пришел, да, я помню. ты восстанавливаешь себе 1 единицу здоровья, ты приходишь в себя. Да, я помню. Хорошо. Так, теперь у нас Лотар. Что же он будет делать? Лотар видит, что сейчас явно что-то происходит среди гоблинов, что у них какие-то здесь, что-то вроде диалога такого случилось, и судя по победным воплям, которые он слышит от гоблина, который он видит перед собой, он пытается атаковать, собственно, нового вожака. Давай посмотрим, что это будет. Это успех. Так, мне нужна D6. Так, это у нас ням-ням-ням, это 8 единиц урона. Слушай, ну у него нормально так получается его обезвредить, но, в общем, этот товарищ сейчас выглядит достаточно тяжело раненым. Вот. Явно, что тот, кого назвали Эрк, он не ожидал такой прыти от этого орка, от этого зеленого пленника. Он немного ошарашен, и он просто впадает, знаешь, он немного даже пугается. Тот гоблин, который стоял сзади, он видит, что Лотар не собирается умирать, и бросается к выходу. Он пытается убежать. И, вероятно, предупредить остальных о том, что здесь происходит. Давай с тебя еще один спас-бросок от смерти. Посмотрим, как ты хорошо его пройдешь. Сереж? Да, я слышу после этого. Ага, хорошо. Ой, Кирова 5. 5, да? Ага. Запиши себе 1 провал. Ага, да. Знаешь, Лотар, он смотрит в нерешительность, он не знает, то ли помочь стабилизировать себя, то ли бежать вдогонку за тем гоблином, который убежал, потому что если тот гоблин убежит, то он сможет предупредить остальных, а этого допускать нельзя абсолютно. И Лотар использует как орк свою способность, а именно способность агрессия. Это когда он может бонусным действием совершить перемещение со своей полной скоростью к выбранному им врагу, которого он может видеть или слышать. Он его слышит еще, эти шаги. И поэтому я думаю, что Лотар бросается за тем гоблином
вдогонку. Давай посмотрим. Так. Сейчас я вам немножечко приоткрою. Так, вот так. Будет выглядеть. Видно, да? Мгм. И Лотар пытается его атаковать, поскольку перемещение было для него бонусное действие. Сейчас он будет использовать основное свое действие. И это снова успех. Ты видишь, что... А, ты не видишь, ты мертв. Ну хорошо, просто для зрителей скажем, что у Лотара получается практически очень сильно ранить, в общем, этого товарища. И Лотар, когда наносит ему удар, он просто максимально пытается навалиться на этого гоблина телом, чтобы у того и передавить ему максимально просто горло, чтобы у того не было возможности крикнуть. Вот, то есть он прям вот наваливается, это как у нас свободное действие, да, что вот он просто пытается свое тело расположить так, чтобы максимально перекрыть ему доступ кислорода к нему. Вот. Давай теперь, сейчас твой ход, еще один спас-бросок от смерти с тебя. — 17. Шикарно. Запиши себе успех. А тем временем Эрк. Он подходит к Лотару сзади. Да, если что, атака по возможности была, я просто ее не стала озвучивать, чтобы не засорять вам эфир, я просто бросила ее здесь у себя. Там была просто промах. Вот, поэтому я не стала озвучивать. В тот момент, когда Лотар отскакивал от Эрка, Эрк размахнулся, но Лотар просто он был слишком, видимо, ловок, и его ярость, вероятно, ему как-то помогла проскочить, и Эрк просто он безумел, он все еще сражается своей палкой, поэтому, собственно, этой палкой он особо ничего сделать не может. Он подходит и пытается просто, знаешь, использовать эту палку, которую ему сунули, просто как дубину, и хотя бы как минимум оглушить Лотара. И у него, к сожалению, ничего не получается. Он просто чувствует свою беспомощность. А второй гоблин, он все-таки пытается Лотара добить. Так, эта атака попадает. Это еще единица урона. У Лотара сейчас единица. Здоровье. Либо учиха помрет. Да. Поэтому сейчас просто, знаешь, барабанная дробь такая, что же сейчас будет. Лотар попытается, давай, атаковать того, у кого скимитар, потому что сейчас он более опасный все-таки противник. Любой противник опасный. Ну, слушай, у того, который более сильный, чисто с точки зрения, знаешь, какой-то умственной, интеллектуальной деятельности, и что он более, более опытно выглядит, да, у него сейчас все-таки палка, и поэтому там есть хотя бы вероятность того, что урона не будет так много, а все-таки скимтар это более опасная штуковина, поэтому здесь все понятно. У Лотара получается убить этого гоблина, так что все, давайте мы ему вот так вот пометим крестиком. И, к сожалению, я ничего не могу придумать, что Лотар может сделать для того, чтобы как-то... Так, что у нас есть? Бонусным действием теоретически он может переместиться, да? Я просто пытаюсь сейчас что-то придумать, просто максимально, чтобы вас как-то вытащить из этой ситуации. Я думаю, знаешь, он попытается просто максимально своим действием сейчас разогнаться. И поскольку Лотар, он мощный, он вообще по весу, в принципе, как в 2 раза больше по габаритам считается, чем любой другой гуманоид. Это тоже у него
сейчас я вам скажу. Для тех, кто любит правила, это опция «Мощное телосложение» называется. Вы считаетесь на один размер больше, когда определяется ваша грузоподъемность и вес, который вы можете толкать, тянуть или поднимать. И таким образом я пытаюсь сейчас за счет веса вот этого лотара, да, за счет того, что он как категория сейчас больше считается, просто лотар пытается, это не будет отдельным действием, да, потому что это будет как его перемещение, просто он в это перемещение попытается максимально набрать скорость и просто, ну, как бы, если у него получится сбить этого товарища с ног, то получится, не получится, значит, не получится, да. Так, а теперь какие модификаторы мы для этого будем использовать? Давай попробуем тогда на телосложение, на атлетику, я думаю, что это будет проверка. Это 15. Это, в принципе, выше, ну, если это сложная задача, да, то это выше среднего, поэтому, скорее всего, у него это проходит, у него, знаешь, у него получается сбить с ног эрка и пробиться к тебе, вот так вот. Эрк сейчас будет у нас сбитым с ног. Давай я вот такой вот поставлю, вот так вот. Это у нас будет называться сбитый с ног. С тебя снова спас бросок от смерти. У тебя сейчас 2 успеха, 1 поражение, правильно? Да. Давай смотрим. Еще одно поражение. 8. Да. Теперь 2-2. Эрк пытается своим действием просто подняться на ноги. Ой, простите. Я постоянно пытаюсь на этот крестик нажать. Я думаю, что я окошечко это закрываю просто. Так, он пытается подняться на ноги. Тем временем Лотар пытается оживить тебя, он наказывает тебя, он пытается, знаешь, понять, что с тобой происходит. Он просто, не знаю, трогает тебе лоб, пытается сделать искусственное дыхание. Так, и у него получается, он выбрасывает сейчас 12 на кубе. Этого достаточно для того, чтобы тебя просто стабилизировать. Ты перестаешь пробрасывать спас-броски от смерти. Но ты все еще пока без сознания. В это время Эрк подходит и пытается палкой попасть по Лотару. Это единица. Знаешь, Эрк, он просто, видимо, очень сильно злится. Он размахивается палкой и как-то, знаешь, он, видимо, ударяет как-то себя просто, знаешь, в этот момент, да. Вот. То ли он как-то себя по пальцам ударил, ну, короче, он нанес себе 1 единицу урона. Так, что же делает в ответ Яргус? Яргус, прости, Лотар, вы мне просто рядом стоите. Лотар в ярости пытается просто сейчас проткнуть этого неудачника гоблина своим скимитаром. И, знаешь, он понимает, что, скорее всего, вот это он тебя уже стабилизировал, но поскольку помощи здесь ждать не от кого, он, похоже, единственный выживший в этой ситуации. Он практически на волосок от смерти. Он, знаешь, очень хрипло дышит. Он в какой-то такой, знаешь, он впадает в безумную ярость, просто как берсерк. И просто, знаешь, он понимает, что это, скорее всего, все это последний шанс, и больше боги шанса ему не дадут. И он просто, знаешь, он со всей дури просто, вот этот скимитар, он помогает себе еще рукой, он просто вгоняет его вот в этого гоблина, придавливает его рукой, это оружие, так, чтобы оно вошло в этого гоблина по рукоять. Он видит, как глаза гоблина стекленеют, и в него течет струйка крови по его лицу. Его кровь густая такая, знаешь, темно-зеленого цвета капает по нему. И гоблин медленно обмякает и оседает на пол.
Лотар Ура! тяжело дышит. Это был очень-очень тяжелый бой. Он вытаскивает скимитар из тела поверженного зеленого страшного монстра. Он подходит к тебе, проверяет твой пульс. Он понимает, что, кажется, вы не слишком сильно шумели. И, возможно, сейчас стоит просто оттащить тела мертвых гоблинов подальше сюда, в пещеру, потому что наверняка там дальше, в тоннелях, явно еще остались какие-то еще гоблины. И стоит надеяться только на себя и на то, что больше никто не сможет прийти сюда и не сможет увидеть то, что здесь происходит. Лотар медленно оттаскивает тело первого гоблина, оттаскивает тело второго. Он прячет вожака, прячет Эрка. Он оттаскивает тебя вглубь пещеры, чтобы никто вас вообще не видел. Да, конечно, здесь еще догорают угли этого костра, но Лотар пытается максимально их просто заглушить, чтобы вообще здесь больше ничего не отбрасывало света. Хотя, конечно, гоблины, если там действительно в пещере гоблины, они прекрасно видят в темноте, но тем не менее мрак сможет сыграть вам на руку хоть на какое-то время. Он перетаскивает эти угли поближе к вам, чтобы вы могли хоть немного согреться, поскольку эта пещера здесь достаточно темно и сыро. Он устраивается рядом с тобой, Яргус, и вы какое-то время просто пытаетесь, он натирает тебе со лба пот, он пытается хоть как-то привести тебя в чувство. Знаешь, это у вас просто рядом с собой ничего особо нет сейчас. Он обыскивает всех гоблинов мертвых. У Эрка кошель. Там 21 медная монета. Запишешь себе тогда, ладно? Но поскольку Хорошо, просто да. сейчас Лотара нет, чтобы мне его еще инвентарь тоже не вести. Да, хорошо, конечно. Просто если что, это просто как находки, давай это просто ты к себе будешь все складывать, так будет проще. Хорошо. А у другого, которого, очевидно, звали Емик, он находит мешочек, в котором содержится 3 агата и 1 зелье лечения. Угу. Ну, давай так, не агаты, скорее вы находите, я просто неправильно сказала, да, вы не понимаете, как персонажи, что это агаты. Лотар находит 4 черных ограненных камушка. Вот так это. 4 или 3? Ой, 3, прости, пожалуйста. Я заговариваюсь. 3 ограненных черных камушка. Угу. И зелье лечения. Да, я понял. Я думаю, что, знаешь, зелье лечения он вливает тебе в рот, очень осторожно, чтобы не проронить ни одной капли мимо. Нет. Обычное зелье лечения восстанавливает 2d4 плюс 2. Бросай 2 d4 и прибавляй 2 к ней. 1, Ага. 2, Равно 3 5. плюс 5. 5 единиц здоровья ты восстановил. Поправишь, да, себе? Уже. Ага. В этот момент ты приходишь в себя, ты видишь вокруг мертвых гоблинов Лотара, истекающего кровью, который просто он так счастлив, рад видеть тебя в сознании. Друг, тихо, только ничего не говори. Мы все еще в пещере гоблинов, и здесь все еще могут нас найти. Нужно сейчас быть очень-очень осторожными. Я практически на одном волоске от смерти. Я чувствую, что жизненные силы покидают меня, и я не могу сказать, сколько мне осталось еще прожить на этом свете. Но, друг, я хочу, чтобы ты выбрался. Я нашел здесь зелье лечения, и я дал его тебе, чтобы ты смог, возможно, выбраться из этой пещеры и, наконец,
дойти до цивилизации, чтобы ты жил. Я не знаю, как я смогу тебе помочь, и сможем ли мы вообще дальше здесь пройти. Я больше чем уверена, что дальше здесь есть еще кто-то, и, возможно, там еще кто-то сильный. Поэтому давай мы просто тихо посидим здесь какое-то время. Я притащила вот здесь немножко углей. Я специально погасила свет, чтобы нас никто не нашел. Давайте мы просто тихо-тихо здесь посидим какое-то время. И, возможно, если мы сможем немножко передохнуть, мы осмотрим наши раны, себе их перевяжем, и, возможно, нам станет лучше, и мы сможем пойти посмотреть, что там дальше. Ну да, давай подождем, соответственно, и тогда да, уже сейчас придумаем, что мы дальше будем делать. Так, ну давай тогда по D12 бросим, посмотрим, сколько хитов мы сможем себе восстановить. О, 12! Ха-ха! О, круто, слушай, шикарно. 12. Я фул. У тебя полное здоровье? Да, я фул. Круто, слушай, поздравляю, молодец. Так, а Лотар он выбросил 8. Сейчас у него будет 9 единиц здоровья. Это практически половина от того, что у него есть. Так что, в принципе, неплохо. Лотар обращается к тебе. Знаешь, вы какое-то время здесь сидите, и пока вы перевязываете себе раны, из глубины пещеры, откуда-то из тоннеля, вы слышите приглушенные шаги.